Глава 471. Молодая мисс. Это было не маленькое дело. Независимо от того, насколько силен был комитет чудотворной торговли, маленькая сестра мастер-секты не могла принять решение на месте, ей все еще нужно было время, чтобы обдумать это. Даже если она уже решила согласиться на условия чутеня, ей все равно нужно было придумать, как извлечь максимальную пользу для себя и секты Черной Луны. Как говорится, лучше увидеть, чем услышать. Как насчет того, чтобы пожить в городе чудес несколько дней и погулять по городу и окрестностям? Я найду кого-нибудь, кто поиграет с тобой. Чутянь осмотрел всех и увидел, что Вивиан чуть не подпрыгнула. Она умирала от скуки в городском форте, так что эта работа идеально подходит ей. Вивиан, ты поедешь поиграть с мастером секты, это удобнее с твоими пространственными способностями. Мы оплатим все веселье, поэтому играйте как можно больше. Да. Вивиан было трудно скрыть свое счастливое выражение лица, немедленно встав и ответив Чутяню. Она нетерпеливо повернулась к Инь-духу и сказала: «Маленький мастер секты, пойдем». Инь-дух сказала недовольным голосом: «Почему ты добавляешь маленький?» «Ха, если бы мой возраст считался в человеческих годах, мне было бы уже около 70 лет. Я достаточно взрослая, чтобы быть твоей бабушкой, не могу ли я назвать тебя так?» Вивиан использовала свой собственный возраст, чтобы подавить ее, и Инь-дух потеряла дар речи. «Пошли». Вивиан использовала свою духовную энергию, и они исчезли. Старшая сестра Нангунь и я хотим увидеть испытательное поле. Тогда идите. Нангунь и Ин счастливо ушли. Мэн Ин всегда обращала внимание на испытательное поле. В будущем это испытательное поле станет парком развлечений. Для этих двоих, которые любили играть и, естественно, быть очень взволнованными. «Молодая мисс, пойдем». Зрачки Чутеня побелели, когда он выпустил пространственную энергию, похожую на шторм, мгновенно унося Мэн Цинву и себя. Когда Мэн Цинву пришла в себя, она уже вернулась в форт городского лорда. Глаза Мэн Цинву вспыхнули от удивления. Твои пространственные способности не слабее, чем у Вивиан. Чутянь сел на трон городского лорда и скрестил ноги. Он сказал с гордым лицом: «Разве это не очевидно? Как могли способности, которые у меня есть, быть слабыми? Какие есть новые результаты, чтобы сообщить?» В Великой летней исследовательской лаборатории все идет гладко, автоматический матричный механизм создан. Мэн Цинву налила Чутяню чашку эльфийского зеленого чая. У нее уже было молчаливое понимание с Чутянем, даже если Чутянь ничего не сказал, она знала, чего он хотел, поэтому она уже подготовила все это еще до того, как Чутянь вернулся. Со стороны конференц-зала было включено зеркало, и появилась Центральная государственная фабрика Комитета чудотворной торговли. Было несколько исследователей, которые первыми достали хрустальную пластину с изображением талисмана. Когда они поместили прозрачный рисунок талисмана в механизм и добавили исходный камень, механизм начал двигаться. Энергия была извлечена из исходного камня, который был вылит в хрустальную ручку, которая начала рисовать. Полный талисман был сделан менее чем за 2 минуты. Тест на талисман показал, что его можно использовать и что на нем нет недостатков. Это означало, что Комитет чудотворной торговли официально вступил в индустриальную эпоху. Отныне им не потребуется много времени и усилий, чтобы создать матричные компьютеры с источником энергии. С помощью нескольких сотен автоматических станков с гравировкой талисманов, до тех пор, пока была энергия, это можно было делать снова и снова. Эти машины намного превзойдут скорость человека в будущем. Бесчисленные ученые секты Юнь будут освобождены от этой утомительной задачи. Скорость и производительность Комитета чудотворной торговли при изготовлении различных продуктов увеличится, и не нужно будет беспокоиться о раскрытии их бизнес-секретов. У тех ученых, которые были освобождены, будет больше времени, чтобы потратить на улучшение матриц исходной энергии. Это был невероятный прорыв. Есть еще один важный вопрос, о котором нужно сообщить. Мэн Цинву включила другое зеркало для передачи изображений, и изображение изменилось. Смотри. Изображение, отображаемое в зеркале передачи изображений, на самом деле было долиной после битвы с Личом. Там было несколько серых башен, и была одна, которая была отремонтирована, в настоящее время высвобождая энергию смерти. Вокруг нее было несколько сотен скелетов, которые перевозили мусор, дрова и камни, и все работали очень усердно. Башня нежити, разве это не башня нежити Лича, когда молодая мисс сделала это? Ноль обладает полным знанием и воспоминаниями Лича, все они ценны, так как же мы можем потратить их впустую? Мэн Цинву слабо улыбнулась. Энергия смерти в руинах нежити почти уничтожила город чудес. Хотя я и не была в городе чудес в то время, я была шокирована, когда услышала об этом, и была уверена, что сила не слаба. Если Лич мог контролировать эту энергию, почему мы не можем? Эти скелеты поддерживаются энергией башни нежити,
и они движутся так же быстро, как ветер, они естественные рабочие. Когда Мэн Цинву говорила о солдатах-скелетах, она была полна энтузиазма. Они могут сделать любую тяжелую работу. Я думаю, что не было бы ни одного торговца, который бы отверг такого рода работника. Если у нас будут десятки тысяч этих солдат-скелетов, не будет недостатка в людях для тяжелого труда и такой опасной работы, как исследование шахт. Даже большую часть заводских работ можно заменить этими скелетами. Неживая рабочая сила — это отличный бизнес. Как этот хитрый юноша может не оценить такие хорошие вещи? Мощная и невероятная. Молодая мисс действительно является костяком города чудес. Чутянь высоко оценил эту молодую мисс и признал, башня нежити используется не только для управления нежитью. Пусть Ноль подготовит план, я хочу его изучить. Энергия в руинах нежити превзошла воображение Чутяня. Поскольку это было недалеко от города чудес, в будущем у него было бы много применений. Мэн Цинву сделала глоток зеленого чая и несколько секунд молчала, прежде чем она поставила чашку. «Мы знакомы уже так давно, ты все еще собираешься что-то скрыть от меня». Чутянь был ошеломлен этими внезапными словами. «Что ты имеешь в виду?» Глаза молодой мисс смотрели прямо на него, и когда ее взгляд был на Чутяне, в ее сердце была странная дрожь. «Ты знаешь, о чем я говорю?» Мэн Цинву посмотрела на него. Те глаза, которые были яркими как зеркало, обычно наполненные нежностью и умом, в настоящее время имели след скрытой горечи. В комитете чудотворной торговли юная мисс обычно изображала сильную женщину, и ни один человек не мог ей не подчиниться. Чутянь начал дрожать от того, что она показала такой обиженный вид, как заброшенная беременная девушка. Чутянь покачал головой. «Я до сих пор не знаю, о чем ты говоришь». Мэн Цинву увидела, что Чутянь все еще играет идиота, и она больше не могла этого выносить, поэтому она хлопнула по столу. «Дело между тобой и Ин». «Ах, как ты узнала?» Чутянь был очень удивлен. Когда он беспокоился о том, как рассказать об этом молодой мисс, он вспомнил слова Ин в степях. Конечно, он знал чувства этой молодой мисс, так как он мог рассказать ей об этом. Кто бы мог подумать, что молодая мисс уже знает. Может быть, Ин рассказала тебе через устройство связи. Хотя она не рассказала мне, ты думаешь, что можешь скрыть это от меня с моими отношениями с Ин? Молодая мисс быстро сказала: «Я родная сестра Ин, не говоря уже о том, что между нами нет секретов. Я наблюдала, как Ин растет, поэтому меня можно считать ее наполовину родителем. Если что-то изменится в ней, другие могут не увидеть этого, но как я могу этого не увидеть?» Чутянь чувствовал себя немного неловко. Да, молодая мисс действительно мудра. Вы двое планировали спрятать это от меня. Когда молодая мисс сказала это, она показала обиженный взгляд, слишком ненавистно. Чутянь знал, что он был неправ, поэтому он сказал: «Мы готовились рассказать всем об этом, когда настанет подходящее время, но кто бы мог подумать, что молодая мисс заметит это заранее. Я прошу у молодой мисс прощения, это не было преднамеренным». Перестань притворяться, ты думаешь, и я тебя не знаю. Мэн Цинву положила руки на стол, и престиж женского городского лорда и председателя взорвался. «Я говорю тебе, так как все дошло до этого, ты должен относиться к ней хорошо. Если Ин хоть немного пострадает, я тебя не отпущу». Мэн Ин была слишком чистой, и она ни о чем не беспокоилась. Весь комитет чудотворной торговли знал, что ей нравится Чутянь, а Чутянь всегда заботился об Ин, поэтому для них было естественным достичь этого шуга. Мэн Цинву видела счастье своей младшей сестры и как старшая сестра. Что еще она могла сказать? Чутянь какое-то время странно смотрел на Мэн Цинву. «На что ты смотришь? Почему ты так легко отдаешь мне Ин? Могу ли я избежать этого?» Чутянь пробормотал в своем сердце. Ин сказала, что молодой мисс также нравится он, но молодая мисс выглядела очень расслабленной прямо сейчас. Почему она вообще не казалась ревнивой? Тогда я могу быть уверен. Я волновался, что комитет чудотворной торговли пройдет через игру сестер, сражающихся за одного человека и превращающихся в заклятых врагов. Ты действительно раздражаешь. Лицо Мэн Цинву стало немного красным. Ты не разочарован. Чутянь вздохнул. Немного. Подойди. Что ты делаешь? Мэн Цинву обняла Чутяня руками за шею и положила голову ему на плечо. С торжественным характером молодой мисс она фактически сделала нечто подобное, что Чутянь посчитал невероятным. «Эй, молодая мисс, мы среди бела дня, нехорошо, если мы сделаем это. Поскольку ты не можешь этого вынести, мы должны найти место, где никого нет. Здесь есть зрители». Маленькая лиса закрыла глаза, давая понять, что ничего не видела, и они могут продолжать. «Не говори ерунды». Мэн Цинву закрыла глаза и тихо сказала: «Я просто немного устала и прислонилась к твоему плечу».
Я помогла тебе проделать такую большую работу, ты не будешь таким скупым, верно? Чутянь некоторое время не знал, что делать, он мог только исправить молодую мисс. Ты, второй по величине акционер комитета чудотворной торговли и второй городской лорд города чудес, как это можно считать работой? Мэн Цинву вела себя так, словно не слышала, и сказала сонным голосом: «Помнишь, когда южный летний пограничный форт сломался, и нам пришлось бежать, чтобы спасти наши жизни? Я не забуду это даже за всю жизнь, это редкость для человека, как я быть в таком бедственном положении. Мы вместе упали в воду, ты был тяжело ранен, и я не могла пошевелиться, мы собирались умереть в устах зверей. Ты мог бы явно убежать самостоятельно, так почему ты пренебрег своей жизнью, чтобы отправить меня на берег? Ты старался изо всех сил, и даже если бы ты позволил мне умереть, в этом не было бы ничего плохого. Ты должен знать, что даже 1000 Мэн Цинву не может сравниться с одним Чутянем. Это не ведение бизнеса на рынке, нельзя сравнивать ценности жизни. Это вопрос человеческих принципов. Я знала это. Иногда ты действительно идиот. Мэн Цинву слабо улыбнулась. Ее голос был очень спокоен, точно так же, как она обсуждала семейные вопросы с хорошим другом. Знаете ли ты, что с того момента в моей жизни был еще один самый важный человек, кроме Ин? Чутянь сказал удивленным голосом: «Молодая мисс, могу ли я принять это как твое признание мне? Ты можешь принять это как таковое, если тебе это нравится». Мэн Цинву выпустила руки и опустила взгляд. «Вы и Ин — люди, о которых я забочусь больше всего. Я очень счастлива, что два дорогих мне человека счастливы. Но в то же время я чувствую себя очень беспомощной, словно внезапно потеряла двух самых близких мне людей. Что ты думаешь, я должна сделать?» Это очень хороший вопрос, он очень философский и сложный. Чутянь нерешительно сказал: «Тогда я просто немного пострадаю и женюсь на вас обеих. Только в твоих снах». Мэн Цинву полностью вернулась в нормальное русло, уставившись на Чутяня. «С этого момента будь осторожен, сын, мы будем медленно говорить о наших делах в будущем. Во всяком случае, ты задолжал мне». Разбитое сердце Мэн Цинву внезапно почувствовало себя намного более расслабленным, и она продолжила работать. Молодая мисс была действительно очень противоречивым человеком. Глава 472. Перемены города чудес. Вивиан начала увлекать Индух, чтобы повеселиться. Хотя город был в процессе строительства, и фундамент еще не был сделан, даже так другие города не могли с ним сравниться. Казалось, что Вивиан уже играла раньше, и она сразу же разработала план. Сначала мы пойдем в театр, перед тем, как пойти в торговый центр и ресторан чудес, чтобы поесть. Наконец, мы пойдем поиграть на испытательных полях. Как ты думаешь, как Индух может иметь что-то против, она будет просто следовать ее планам? Пойдем, купим билеты в театр. Они выбрали Гранд Эльф зал и выбрали самые дорогие зарезервированные места. У лесных племен были разные внешние параметры и разные диеты, поэтому было неудобно размещать их всех вместе в одной зоне отдыха, поэтому было 4 зала разных размеров для разных рас. Они были разделены на зал огров, зал орков, зал эльфов и зал гоблинов. Из их названий можно было понять размеры залов, и это также показывало, что город чудес был городом для всех рас. Двое прибыли на свои зарезервированные места. Большой экран был прямо перед ними, давая им лучшую позицию, но это место было недешевым. Все обычные места были заполнены людьми, все они были карликами и членами клана Лис. В этом зале не было больших парней, таких как огры и минотавры, и он был очень роскошным, что делало его более высокого класса. Вонючие расы, такие как ящеры, не могли войти, так что состояние было неплохим. «Приветствуем вице-лорда». Два официанта-карлика узнали Вивиан, поэтому они сразу же с уважением подошли. «Что вы хотите заказать?» «Позвольте мне взглянуть». Вивиан знакомым образом просмотрела меню. «Я хочу чашку эльфийского зеленого чая высокого уровня. Он должен быть из вечного леса, и добавьте ложку порошка фантазийной травы из потерянного леса. Что касается закусок, мне нужны столетние секретные золотые трюфели карликов, пурпурно-золотая сладкая дыня с гор драконов и печенье, наполненное подземной икрой драконьей рыбы». Вивиан заказала самые дорогие блюда. Рты двух официантов превратились в букву «А». Это были самые дорогие вещи. Не говоря уже о других, одной цены на чашку эльфийского зеленого чая из вечного леса было достаточно, чтобы напугать человека до смерти. Эти десерты были недешевы вообще. Если бы человек, который сидел здесь, не был Вивиан с одеждами вице-лорда, они бы вызвали охранников, чтобы прогнать их. Вивиан посмотрела на Индух после того, как она закончила свой заказ. «Что ты хочешь пить?» В городе чудес есть все: различные виды духовного чая, несколько десятков видов тысячелетнего вина, и мы можем даже напрямую отправлять вещи с помощью космического склада. Есть также много видов закусок, так что ты можешь просто заказать все, что захочешь, тебе не нужно быть вежливой.
Инь-дух была полна тоски. Будучи в состоянии наслаждаться этими видами местных продуктов, не выходя из дома, такая жизнь была действительно удовлетворительной. Я буду все то же самое, что и ты. У нас нет запасов для этих вещей, и мы должны будем забрать их со склада, поэтому вы должны сначала заплатить. Официанты подавили шок в своих сердцах. Будет ли вице-лорд платить сейчас или... Вивиан вернула меню официанту. У меня нет денег, и сегодня это для бизнеса. У меня есть разрешение городского лорда отправить счет во дворец городского лорда. Быстро отправьте эти вещи, не задерживайте гостей города чудес. Не было ложью, что Вивиан была вице-лордом города и занимала высокий пост в правительстве, но ей по-прежнему не хватало статуса по сравнению с Мэн Цинву в компании, и ее авторитет не мог сравниться с Мэн Цинву. Театр был открыт комитетом чудотворной торговли, и даже Вивиан, как вице-лорд, не могла есть бесплатно. Этот вопрос должен быть подтвержден в первую очередь. Как они это подтвердят, два официанта нашли менеджера театра, который немедленно связался с администрацией города, чтобы спросить о ситуации, немедленно расследуя ситуацию Вивиана с ноль. Подтвердив, что все сегодня будет напрямую оплачиваться городским финансовым отделом, у них больше не было никаких других забот. 2 чашки эльфийского зеленого чая немедленно пришли. Различные ослепительные десерты выпускали свой аромат из зарезервированных мест, заполняя весь театр, и все не могли не оглядываться. Настроение Вивиан было довольно хорошим, и она сразу же приняла решение. Сегодня в город чудес пришел гость, и эта леди очень довольна, так что каждый будет угощен чашкой эльфийского чая. Все начали благодарить вице-лорда. Инь-дух не могла удержаться от мысли, что городской лорд и вице-лорд были действительно проблематичными. Для комитета чудотворной торговли было нелегко развиться до текущего состояния, и это явно было особенно нелегко благодаря этой красивой и благородной транжиры. Эльфийский зеленый чай был дорогим, не говоря уже о том, что он пришел из вечного леса. Инь-дух сделала небольшой глоток и сразу же наполнилась сильной жизненной энергией, которая излилась в ее тело, как ручей. Поскольку там был порошок фантазийной травы из потерянного леса, этот духовный материал имел галлюциногенный эффект, давая людям невероятное радостное настроение. Даже человек в полном отчаянии, пока он сделает маленький глоток, он сразу же наполнится радостью, как если бы он плыл сквозь облака. Даже самая отчужденная принцесса станет самым счастливым человеком в мире. Десерт Вивиан был лучшим в лесу. Секретный золотой трюфель карликов, пурпурно-золотая сладкая дыня с горы драконов, печенье, наполненное икрой рыбы дракона, каждое из этих лакомств было сделано из лучших материалов в лесу. Инь-дух была мастером секты Черной Луны великой страны Чжоу, но она никогда не испытывала такого рода удовольствий. Фильм начал транслироваться в театре в это время. Теперь, когда фильмы Комитета чудотворной торговли становились все более и более зрелыми, люди, которые их писали, были уже не просто блуждающими поэтами, но и цветочными феями, карликами и эльфами. Каждая история была наполнена воображением, взлетами и падениями, вызывая зависимость. Фильм, который они смотрели, назывался «Демонический дракон». Это была история об адском злом драконе и лесных племенах. Вначале лесные племена сражались друг с другом, но после того, как дракон прибыл в лес и выжег землю, различные лесные племена во главе с героем преодолели кровавую вражду прошлого. Они объединились в эпической и трагической битве и, наконец, победили страшного дракона. В конце потомки героя собрались вместе, чтобы создать лесной город. Вся история длилась 3 часа, и это было так захватывающе, что никому не нужно было отдыхать. В этой истории были переплетены честь, долг, семейная любовь, романтика и жертва, главным образом показывая объединение лесных племен в одно целое, наконец намекая на путь, который собирался пройти город чудес. Используя эту тему, город чудес также рекламировал новое испытательное поле со злым драконом, который был только что построен. Слишком потрясающе. Инь-дух была полностью погружена в эту волнующую эпическую историю. Это как увидеть легенду из первых рук. Вивиан закончила пить чай и съела последний бисквит. Таких театров в лесу довольно много, а в великой летней стране их еще больше. Говорят, что они есть даже в городах, которые не являются главными. Это быстро становится одним из основных способов развлечения людей. Мы также можем добавлять рекламные объявления на основе требований, и каждый фильм зарабатывает более чем в 100 раз цены его стоимости. Население Великого Джоу больше, чем население страны Великого Лета, так что только этот театральный бизнес — жирный кусок мяса. В великой стране Джоу было 300-400 тысяч человек, это почти вдвое больше, чем в великой летней стране. Для бизнеса Комитета чудотворной торговли этот театр все еще считается тривиальным. Это было далеко от возможности сравниться с пространственным транспортом, космическим складом, духовной сетью и устройством связи, но оно все еще имело высокую ценность. Этого было достаточно, чтобы поддержать крупную компанию в любом месте. Идем, мы пойдем в торговый центр чудес. Возможно, тебе там что-нибудь понравится. Вивиан привела Инь-дух в торговый центр чудес, который был сделан из небольшого замка.
Когда Индух вошла, она обнаружила, что торговый центр был очень большим и не только имел много прилавков, но и некоторые специальные продукты, которые требовали заказа через зеркало для переноса изображений. Торговый центр чудес был чем-то, с чем не могли сравниться обычные магазины. Одного космического склада было достаточно, чтобы все в мире продавалось в одном месте, и это место было самым удобным в мире. Пока у вас были деньги, нет ничего, что вы не смогли бы получить из торгового центра чудес в будущем. Хотя торговый центр чудес еще не завершен, он уже связан с великой летней страной, городом Олдман и несколькими десятками окружающих племен и городов. Не смотри, насколько он маленький, у него уже более 4000 торговцев, и более 500 из них прибыли из леса. В это время два огра прошли мимо Вивиан. Они немедленно замерли и поклонились Вивиан. «Приветствуем вице-лорда. Вы здесь, чтобы делать покупки». Вивиан с любопытством посмотрела на двух огров. Хотя они были детьми, они уже были вдвое больше Вивиан. Два огра выглядели очень застенчивыми, и их слова были немного нерешительными. «Нет, нет, мы здесь, чтобы заниматься бизнесом». Заниматься бизнесом. Этот потрясенный крик исходил от Индуха. Огры были племенем только с грубой силой и без интеллекта. Они на самом деле знают, как вести бизнес. Один из огров сказал: «У нашего племени есть фруктовый сад, который может производить качественные спиртные фрукты. Есть много богатых людей, которые любят есть этот фрукт». Ее превосходительство Деларес проходила мимо нашего племени и нашла этот фруктовый сад, предоставив нам щедрую суду, позволяющую членам нашего клана развивать этот фруктовый сад. Теперь их продают в 10 разных человеческих городах в великой летней стране. Каждый день продается большое количество товара, поэтому мы здесь, чтобы отправить запасы и посмотреть, были ли проданы фрукты в космическом складе торгового центра. Вивиан показала понимающее выражение: «Вы, должно быть, заработали немало». У огров не было никаких зловещих мыслей, поэтому два огра выразили благодарное выражение: «Наш урожай за одну неделю может сравниться с урожаем предыдущего года». У человеческой знати слишком много денег, эти духовные плоды повсюду, но они готовы потратить столько исходных камней, чтобы купить их. Правильно. Другой ОГР сказал: ее превосходительство Деларес также собиралась найти кого-то, кто сделает варенье для огров. Вскоре мы сможем приготовить варенье из духовных фруктов и заработать вдвое больше денег. В лесу много хорошего. Мы недавно открыли новую шахту, и эти руды очень ценны в человеческой стране. Под руководством ее превосходительства Деларес мы скоро сможем создать торговую палату огров. Пока здесь находится город чудес, наши дни будут становиться все лучше и лучше. В лесу никогда не было торговцев огров. Это было потому, что огры были слишком глупы, чтобы иметь возможность заниматься бизнесом. Но сейчас ситуация была иной. С присмотром Деларес, предоставлением им финансов, руководством, поиском людей, которые могли бы им помочь, и с честной платформой Комитета чудотворной торговли эти огры не страдали от обмана, так что встретить торговца огра или минотавра было не странно. Индух теперь знала, что город чудес не позволяет процветать только своим людям, они также позволяют процветать окружающим. Нам все еще нужно перевести несколько партий фруктов, иначе на стороне Великого Лета не будет запасов, хорошо. Вивиан кивнула. Идите и делайте свою работу. Да, да. Наше племя на стойке 223, пожалуйста, приходите и попробуйте наши духовные плоды. Эти два огра были, вероятно, очень заняты, поэтому они попрощались с Вивиан и немедленно ушли. Индух чувствовала, что она получила очень тяжелый удар. Великая страна Джоу имела территорию на краю леса хаоса, поэтому на них часто нападали огры. По ее мнению, огры были группой кровожадных и жестоких парней. Но что она увидела сейчас? Эти два огра были одеты в чистые кожаные жилеты. Их шкуры, которые были тверже, чем у носорогов и полны паразитов, теперь расчесывались как минимум 10 раз, прежде чем покинуть дом. Их большие рты, которые обычно были покрыты кровью, теперь были покрыты широкой радостной улыбкой. В торговом центре чудес были не только торговцы-огры. Были разные расы, будь то сильные или слабые, все работали, имея много заказов. Хотя нынешний торговый центр чудес был небольшим, он прогрессировал день ото дня. Деларес, как глава торговцев лисов, собиралась открыть новые источники ресурсов, так что будущее можно было уже представить. Глава 473. Мобильный телефон. Две девушки наслаждались шопингом, девушкам, естественно, нравилось делать покупки, и хотя торговый центр чудес был неполным, он все еще был богат товарами. Здесь можно было купить оружие дварфов, различные специальные пилюли и все виды материалов. По крайней мере, было трудно найти более удобный, инклюзивный и больший рынок на континенте. Здесь можно удовлетворить любого шопоголика. Торговый центр чудес — это не то, что можно сравнить с какими-либо магазинами.
Даже если бы не было физических продуктов, пока был сделан заказ, комитет чудотворной торговли мог использовать космические склады, чтобы прислать их. С этой платформой город чудес стал не только деловым раем, но и большим благословением для окружающих племен и городов. Окружающие племена и города не имели квалификации для создания космических складов, но они знали о новых продуктах и рекламных акциях комитета чудотворной торговли каждый день. Они могли использовать устройство связи, чтобы спрашивать о ситуации с продуктом и отправлять заказы в деловой город каждый день. Комитет чудотворной торговли подготовил 10 транспортных дирижаблей. Это было для того, чтобы перевозить продукты. Товар будет доставлен на следующий день после заказа. С этим видом транспорта это было совершенно безопасно. Образ жизни окружающих городов и племен сильно улучшился от этого, они могли легко продавать свои местные продукты, и они могли покупать человеческие товары из великой летней страны или сделанное гномами оборудование из Олдмана. Магнитное звуковое устройство и проигрыватели стали популярными среди местных жителей. Каждый день они слушали новости в трансляции Комитета чудотворной торговли, ели пищу, полученную из источников энергии, купленную в Комитете чудотворной торговли, пили хорошее вино из торгового центра чудес и использовали пилюли из человеческих стран. Комитет чудотворной торговли появился только месяц назад, но уже просочился в образ жизни местных жителей. Из-за того, что в лесу появились промышленные секторы, многие местные жители искали работу, и у них не было времени, чтобы бороться, как раньше. Все они начали обучение, чтобы найти новую работу. Те местные жители, которые не желали быть как все, начинали налаживать партнерские отношения с другими лесными жителями и начинали новую волну предпринимательства. В конце концов, штаб-квартира Комитета чудотворной торговли будет в будущем в городе чудес, так что это было их преимуществом перед остальной частью континента. Деларес вела свой караван, направляя людей и вкладывая инвестиции. В лесу были большие посевные площади, сельскохозяйственные угодья, различные травяные поля, сады и фабрики. Всего через год или два они вырастут как грибы после дождя. Хотя это были предприятия местных жителей, в них все еще был запас Комитета чудотворной торговли. Банк чудес не скупился на кредиты, они были связаны лишь исходными камнями. Интерес снова возрос, и все больше и больше людей обращались за кредитом, потому что у Комитета чудотворной торговли была слишком хорошая перспектива. В этот пустой период это была волна предпринимательства. Под руководством торговцев-лисов невозможно было не вернуть кредит, не говоря уже о том, чтобы понести убытки. Инь-дух чувствовала все сильнее и сильнее, что город чудес не был простым. Инь-дух никак не могла представить будущее города чудес. Это место уже было заполнено бесконечными возможностями. «Привет, Ин. Это я, Вивиан. Уже поздно, пойдем вместе поужинаем». Вивиан достала устройство связи и позвала Мэн Ин. «Верно, Гранд-ресторан чудес. Увидимся позже». Сказав это, Вивиан повесила трубку. «Пойдем, маленький мастер секты, я угощу тебя всем, чем захочешь». Одним взмахом ее руки пространство было открыто, и они сразу же прибыли в Гранд-ресторан чудес. Это место было горой в центре озера, окружённое прозрачной озерной водой. В центре была вершина, где был построен ресторанный замок со звездами на вершине, придавая ему характер и стиль. В нескольких километрах от Гранд-ресторана чудес не было ничего, но все равно было очень оживленно, даже если он был отдаленным. Все богатые вожди и карлики приходили сюда, и несколько залов были заполнены. Вивиан зарезервировала место рядом с озером. Это место было элегантно украшено большим балконом, который позволял увидеть лунный свет, отраженный от воды. Если кому-то было интересно, они могли спуститься по ступенькам и сесть в специальном павильоне, чтобы наблюдать за рыбой, пить чай и любоваться луной. Вивиан даже не взглянула на толстое меню, она прямо заказала несколько самых дорогих блюд, даже суп был приготовлен из воды жизни из храма карликов. Во всяком случае, все это принадлежало Комитету чудотворной торговли. Уже было сказано, что эльфы были просты. Но эта принцесса совсем не походила на эльфа. Мэн Ин и Нангунь Юнь моментально прибыли, пошатываясь, выходя из входа в ресторан, чуть не упав в озеро. Нангунь Юнь жаловалась. «Ин, что ты делаешь? Мы чуть не упали с горы». «Извини, извини». Мэн Ин продолжала извиняться. Кто знал, что пространственная способность настолько сложна? Я продублировала исходный дух Вивиан, но его трудно контролировать. Вивиан встала. «Сюда, идите быстрее». Ингредиенты, специи и все остальное были несравненно ценными материалами третьего уровня. Шеф-повар, который мог легко приготовить эти материалы, должен был находиться в царстве истинного духа. Человек с такой силой мог бы считаться персонажем высшего класса в великой стране Чоу, но он пришел сюда, чтобы стать шеф-поваром. Можно было представить, насколько высока была у него цена. Не говоря уже о том, что его духовный источник очень подходил, чтобы быть шеф-поваром, а это значит, что он глубоко любил хорошую еду, поэтому мастерство не было плохим.
Стол был заполнен хорошими блюдами и вином, каждый из которых стоил более 100 исходных камней. 4 девочки были одна моложе другой. Нангунь Юнь выглядела в ее позднем подростковом возрасте, Мэн Ин было около 16, Вивиан было около 13-14 лет, а самая молодая Индух была похожа на маленькую девочку, которой было около 10 лет. Эти 4 девушки заказали стол с блюдами, которые можно было бы посчитать банкетом для дворцов высших королевств, и это ошеломило многих людей. Это действительно вкусно. Нангунь Юнь не была вежливой, когда она взяла лапу медведя, чтобы грызть. Она говорила с полным ртом еды: «Как ваша сегодняшняя прогулка? Если у вас есть время сегодня вечером, вы хотите попробовать сходить на испытательное поле?» Никто не мог продержаться даже 3 минуты перед демоническим драконом сегодня. Я думаю, это не будет проблемой, если мы сделаем это вместе. Хорошо, я все равно хотела опробовать испытательное поле. Мы также позовем старшую сестру Чэнь Бинву. Вивиан с возбужденным выражением сказала: «Время на испытательном поле замедлено, поэтому я не верю, что с нашей силой и целой ночью мы не сможем победить демонического дракона». Мэнин крепко сжала кулаки. «Правильно, сразимся с демоническим драконом». Все трое были наполнены боевым духом. Индух была немного смущена. Какая вещь была на самом деле такой веселой? «У меня есть кое-что хорошее для тебя». Мэн показала милую улыбку. Она порылась в своем пространственном кармане и достала 2 вещи размером с ладонь. Это хорошая вещь, которую старшая сестра Кейди и старшая сестра Юнья сделали в Олдмане. Это еще не распространено, и только у внутренних людей есть подобное. Фэнг Кейди, Юнья и Юнься были членами комитета чудотворной торговли высокого уровня, но они взяли под свой контроль город Олдман, поэтому они пока не могут приехать в город чудес. Нынешний город Олдман вырос, и рынок временно стал крупнейшим рынком комитета чудотворной торговли. У комитета чудотворной торговли также там был исследовательский центр, в котором создавалось немало чудес. Это. Вивиан взяла предмет и осмотрела его. Этот предмет был немного больше ее ладони. Он имел металлическую внешность и был немного тяжелым, но фронт был 2/3 зеркала. Вивиан видела это. Это было необычное зеркало, это было усовершенствованное зеркало для передачи изображений. Другая треть была покрыта функциональными клавишами. Хотя это не что-то новое, но все же очень креативное. Мэн, похоже, очень любила эту маленькую игрушку. Мастер первого научно-исследовательского института нашего комитета чудотворной торговли Тонг Сяюй заставила нескольких опытных исследователей объединить магнитное звуковое устройство, проигрыватель, камеру и коммуникационное устройство вместе, и они превратили его в эту маленькую игрушку. Тебе не кажется, что это невероятно? Правда. Личико Вивиан было шокировано. Ты имеешь в виду, что эта маленькая штука может передавать радиопередачи, получать изображения, фотографировать и даже общаться с другими? Это чудо, которое может сотворить наш комитет чудотворной торговли. Подойдите поближе, я покажу вам. 4 головы собрались вместе. Мэн нажала верхнюю кнопку, и загорелся экран, активируя этот пункт. Было много разных кнопок, и каждая кнопка имела свою функцию. На кнопках были картинки, поэтому их функции были понятны. Это функция магнитного звукового устройства. Мэн нажала кнопку магнитного звукового устройства, и маленький предмет воспроизвел трансляцию комитета чудотворной торговли. Он сразу же издал звук трансляции, и хотя его сигнал был немного слабым, они могли отчетливо слышать звук. Кроме этого, есть 2 кнопки, которые можно использовать для переключения каналов. Это функция проигрывателя видеодисков. Мэн нажала кнопку проигрывателя видеодисков, и экран зеркала передачи изображений начал меняться, получая несколько различных каналов, а также канал торгового центра чудес. Это означало, что с этой маленькой вещью люди могли покупать вещи, сидя дома. Это функция камеры. Вивиан нажала кнопку камеры, и было активировано зеркальное отображение на задней панели, захватывая все перед собой и отображая его на дисплее передней панели. Повторное нажатие кнопки мгновенно захватывало это изображение. Это функция устройства связи. После активации вы видите этот ряд маленьких клавиш. Это цифровые клавиши от 0 до 9, используемые для набора номеров связи. Нет никаких отличий от устройства связи. Индух сказала шокированным голосом: «Слишком удивительно». Они никогда не думали, что будет такая хорошая вещь. Хорошо, хорошо, очень хорошо. Вивиан также была очень довольна. Это действительно намного удобнее. У этой вещи есть название. Хехе. Вы можете держать его в руке, и это очень удобно, сочетая в себе магнитное звуковое устройство, проигрыватель видео, камеру и коммуникационное устройство вместе, поэтому, конечно, есть новое название, чтобы отличить его.
Мэнин сделала паузу и прочистила горло, прежде чем сказать. После того, как главный архитектор Тонг Сяюй и старшая сестра Кейди и Юнья обсудили это, они решили назвать это мобильным телефоном. Мобильный телефон — это очень уместно. Они держали мобильные телефоны первого поколения Комитета чудотворной торговли и играли с ними. Индух также он очень понравился, никто не мог не любить удобные вещи, не говоря уже о чем-то вроде мобильного телефона. 4 из них изучали мобильный телефон во время еды. 4 из них были небольшими, но их аппетиты были немалы, они ничего не оставили позади и съели весь стол деликатесов. Та, кто ела больше всех, была на удивление не Нангунь Юнь, а самая маленькая Индух. Наслаждаясь этим видом экстравагантной еды впервые, источник энергетических деликатесов заставил ее влюбиться. У нее был импульс уйти в отставку с поста мастера секты и приходить сюда каждый день кушать. 4 из них отправились на испытательное поле после еды, и они нашли Чэнь Бинву на полпути. Недавно открытое испытательное поле Комитета чудотворной торговли с демоническим драконом имело большие трудности. Благодаря недавно выпущенному рекламному фильму он привлек много претендентов, поэтому на испытательном поле все еще оставались люди даже ночью. Сила демонического дракона не была зафиксирована, и она будет меняться в зависимости от силы команды претендента. Независимо от того, кто шел играть, это все равно было бы очень большой проблемой. 5 из них пострадали на испытательном поле, используя всевозможные стратегии, но каждый раз их убивали в устье демонического дракона. Однако, чем сложнее было что-то, тем больше людей хотели играть. Когда взошло солнце, и они в 100-й раз потерпели неудачу, они, наконец, ушли с чувством изнеможения. В чем еще можно было колебаться, на этот раз Индух нашла чутеня и твердо выразила желание присоединиться к Комитету чудотворной торговли. Она была готова использовать всю мощь секты для поддержки развития Комитета чудотворной торговли в великой стране Чжоу. Если бы не секта Черной Луны, просто чтобы поесть и поиграть побольше, она хотела бы остаться в городе чудес надолго, это был просто рай. Глава 474. Кризис в городе. Шокирующая новость прошла через великую страну Чжоу. Секта Черной Луны обнаружила принцессу Великого Чжоу, которая исчезла 18 лет назад, и мастер секты Черной Луны Индух объявила, что она ищет наследственную землю королевского клана Великого Чжоу, позволяя принцессе Великого Чжоу принять королевское наследство. Она восстановит королевский клан Великого Чжоу и объединит разобщенную страну Великого Чжоу. Хотя великая страна Чжоу была такой же, как и другие страны, и имела медленную скорость передачи информации без современных технологий, эта новость была слишком шокирующей. Она прошла через всю великую страну Чжоу всего за несколько коротких дней, и все 5 духовных гор и различные большие секты были ошеломлены. Почему Индух приняла такое решение? Может быть, она сошла с ума. Кто не знал, что королевский клан Великого Чжоу был уничтожен от рук 6 гор, и если королевский клан Великого Чжоу будет вновь создан, куда пойдет их репутация? Не говоря уже о том, что земли и ресурсы были поделены между сектами. Если бы внезапно появился королевский клан Великого Чжоу, разве кусок этого торта не должен был бы быть отдан им? Когда в прошлом они окружили королевский клан Великого Чжоу, 6 мастеров сект того времени объединились и атаковали вместе. 5 из них были все еще живы, и только старый мастер секты Черной Луны скончался 15 лет назад, и его заменил новый мастер секты Индух. В это время только секта Черной Луны, сменившая поколение, могла стать посредником с королевским кланом Великого Чжоу. Но что делать остальным 5 большим сектам? В прошлом королевский клан Великого Чжоу чуть ли не стал 7-й сверхдержавой в великой стране Чжоу, поэтому в сердцах некоторых культиваторов и мелких сект они пользовались высоким авторитетом и привлекательностью. Даже сейчас в уединении находились культиваторы с приличной силой, которые их помнили. С лозунгом секты Черной Луны, чтобы возродить королевский клан. Возможно, в стране будет много последователей и сторонников. Если соберутся слуги и официальные лица королевского клана Великого Чжоу 18-летней давности, они все еще считались довольно сильной державой. Добавив поддержку секты Черной Луны, они определенно могли потрясти остальные 5 духовных гор. В великой стране Чжоу назревала кровавая буря. Чутянь провел короткую конференцию с Индух и Чэнь Бинву в городе чудес, чтобы обсудить, как уничтожить великую страну Чжоу. Индух сказала, 6 духовных гор — это древние родословные, и большинство других больших сект также имеют тысячелетнюю историю. Обладая глубокими корнями и сильной силой, мы можем добиться их капитуляции, но не можем их уничтожить. В противном случае, не говоря уже о том, хватит ли нам сил уничтожить горы и сотни тысяч элитных культиваторов, нам придется заплатить огромную цену. Более того, если 6 духовных гор сократятся вдвое, у великой страны Чжоу не останется много сил, и мы не сможем остановить царство Орлиного захоронения. Это логично. Чутянь кивнул. Мы стремимся подчинить их, а не победить их, но нужно будет позаботиться о некоторых упрямых стариках, чтобы показать им проявление авторитета. 6 духовных гор Великого Чжоу были очень сильны.
Чутянь больше всего беспокоился о том, что остальные 6 духовных гор соберутся вместе, чтобы дать отпор. Если это действительно произойдет, это было бы большой проблемой. 6 духовных гор имели примерно одинаковую силу, каждая из которых имела около 200 тысяч внутренних учеников, что равнялось 200-тысячной армии экспертов царства пробужденной души с унаследованными методами совершенствования. 5 различных сект насчитывают более миллиона человек. Если 5 сект соберутся вместе и объединят свои силы, этого будет достаточно, чтобы взять под контроль всю великую страну Чжоу. Если в сражении будет собрано более 2 миллионов совершенствующихся, этой боевой силы было бы достаточно, чтобы даже создать проблему для царства Орлиного Захоронения. Вот почему царство Орлиного Захоронения никогда не вступало в битву с великой страной Чжоу. Чутянь не хотел их завоевывать. Поэтому не было необходимости в полномасштабной войне. Теперь, когда секта Черной Луны полностью объединилась с Комитетом чудотворной торговли, Комитету чудотворной торговли не нужно было лично выступать. Они использовали секту Черной Луны, чтобы дать поддержку королевскому клану Великого Чжоу, превратив весь этот вопрос во внутреннее дело великой страны Чжоу. Поскольку это было внутренним делом, стороны рассмотрели бы их преимущества, а не взаимную ненависть. Этот вопрос о возрождении королевского клана Великого Чжоу, хотя и разозлит 5 духовных гор, но не создаст для них чувство опасности, поэтому вряд ли они будут сотрудничать друг с другом. В такой расслабленной ситуации Чутянь мог тайно победить их одного за другим. Разве великая страна Чжоу не станет его? Чутянь спросил, какое мнение имеет маленькая сестра-мастер секты? Инь-дух сказала, в великой стране Чжоу всегда было наследство из легенды. Но после того, как королевский клан Великого Чжоу был разрушен, остались лишь руины. Чутянь посмотрел на Чэнь Бинву, было ли что-то подобное. Это был секрет в клане. У королевского отца было много детей, и я была 11-й по званию, не будучи наследным принцем или старшей принцессой. Я родилась от супруги, поэтому мое положение не было высоким, и я была довольно молода. Хотя я слышала об этом раньше, я никогда не видела этого. Чэнь Бинву покачала головой. Собственно говоря, это наследство было оставлено предкам моего клана и является причиной, по которой мой клан мог расти так быстро. Правильно, это наследство не уступает наследству 6 духовных гор, и только королевская родословная может открыть его. Инь-дух сказала это и вздохнула. Жаль, что наследство короля отсутствует, и 6 духовных гор не смогли найти его даже после всех этих лет поисков. Если бы это наследство могло быть найдено, была бы не только надежда на возрождение королевского клана, но и последователи королевского клана Великого Чжоу из прошлого вернулись бы обратно. Понятно. Первым делом нужно было найти наследство короля. Но проблема заключалась в том, что даже Чэнь Бинву не знала, как выглядит наследство ее семьи. Великая страна Чжоу была таким большим местом, это было бы все равно, что искать иголку в стоге сена. Чутянь подумал об этом на мгновение, прежде чем сказать: в городе чудес есть человек, который мог нам бы помочь. Чутянь даже не закончил говорить. Его мобильный телефон зазвонил. Чутянь взял трубку. Он только недавно получил этот предмет и не был знаком с ним. На экране был ряд цифр, и Чутянь признал, что этот номер принадлежал молодой мисс. Это странно. Это было не в стиле молодой мисс прерывать его, когда он был на собрании. Если только что-то не было очень тревожным или не могло быть решено без него, она не стала бы отвлекать Чутяня. И если это действительно то, что молодая мисс не могла решить сама, значит, это было весьма серьезно. Я прервусь. Чутянь ответил на звонок. «Молодая мисс, что случилось?» Голос Мэн Цинву звучал очень серьезно. Наш лесопарк подвергся нападению со стороны кого-то неизвестного, наши потери не маленькие. Ты можешь прийти и посмотреть. Нападение. Брови Чутяня мгновенно сжались. Черт, кто это сделал за это время? Благодаря призыву Чутяня и построению большого количества фабрик, оказанию помощи местным предприятиям и улучшению образа жизни местных жителей, местные жители были очень благодарны городу чудес за все эти льготы. Поэтому они не могли этого сделать, и это должна была быть иностранная держава. Комитет чудотворной торговли не слишком силен, но все же это был лесной город и город под защитой вечного леса. Если кто-то осмелился двинуться против города чудес, их сила не могла быть маленькой. Чутянь догадался, что во время развития города чудес ему определенно бросят вызов другие силы. Чтобы избежать этого на ранних стадиях, комитет чудотворной торговли всегда развивался осторожно, не исследуя окружение и не затрагивая преимущества других людей. Они были сосредоточены на развитии равнин гончих и великой страны Чжоу. Кто бы мог подумать, что даже так это все равно привлечет внимание этих ребят. Не было никакого выбора, действия города чудес были слишком большими. Чутянь выключил телефон и вернулся в конференц-зал. В городе внезапно возникла ситуация, я не могу вернуться в великую страну Чжоу со всеми вами. Но не волнуйтесь, я соберу группу элиты, чтобы помочь вам. Инь-дух сомкнула брови. В чем дело? Если ты не поедешь, как мы найдем наследство?
Расслабьтесь, я уже говорил, что в городе чудес есть человек, более подходящий, чем я. Чутянь не хотел держать это в секрете, поэтому он уверенно сказал: этот человек — пророк друидов, гость секты Чу. Чиновник, член города чудес высокого уровня и эксперт царства преобразования души. Вам не нужно беспокоиться, просто быстро возвращайтесь в великую страну Джоу. Пророки друидов могут предсказывать многие вещи. Использовать способности еды, чтобы найти эти руины, было несложно. Не говоря уже о том, что Йода был экспертом преобразования души, и с его силой он мог спокойно гулять по великой стране Джоу. Если город чудес направит группу экспертов, проблем со стороны великого Джоу не будет. Инь-Дух и Чэнь Бинву первыми вернулись в секту Черной Луны. Секта Черной Луны уже разослала новости, и теперь великая страна Джоу была в хаосе, поэтому им обеим нужно вернуться как можно скорее. Чутянь попросил еду о помощи, и Йода привел с собой 2 первосвященников и 10 священников. Чутянь бросился к месту лесной аварии. Мэн Цинву в настоящее время заботилась о подсчете ущерба. Поскольку атака была слишком внезапной, никто не знал, кто другая сторона. Однако они были уверены, что это было преднамеренное нападение, и это были не лесные бандиты. Чутянь спросил, какова ситуация с ущербом. Около 200 жертв, и недавно открытый рудник был уничтожен. Есть ли подозреваемые? Да, сказала Мэн Цинву. Я думаю, что город боевых знамен самый подозрительный. Лесопарк менее чем в 800 милях от города боевых знамен, и 2 ближайших города и большие племена уже подчинились нам. Только город боевых знамен имеет силу и уверенность, чтобы атаковать нас. Их мужества немало. Прошло много времени с тех пор, как кто-нибудь осмелился раздражать этого отца. Не будь слишком беспечен, город боевых знамен не слаб. Но это не важно. Важно то, что город боевых знамен принадлежит диким горам. Так что это был город с поддержкой, город чудес, имеющий защиту Вечного Леса, не был подделкой, но это было только на словах. Вечный город не посылает войска в город чудес, а город чудес не платит дань Вечному Лесу. Ситуация в городе боевых знамен была иной. Город боевых знамен был непосредственно основан державой из диких гор, поэтому они были важной частью для диких гор в лесу. Это только начало, очень нервничала Мэн Цинву. Если это действительно город боевых знамен, они не остановятся на этом. Город чудес только начинает развиваться, и если сейчас у нас произойдет битва с другим лесным городом, вся наша тяжелая работа будет потрачена впустую, и мы понесем тяжелые потери. Банк чудес использовал исходные камни компании и исходные камни карликов, чтобы помочь местным жителям начать свой бизнес. Если начнется крупномасштабная война. Неважно, кто выиграет или проиграет. Вполне вероятно, что эти крупные инвестиции будут потеряны. Это будет не просто тяжелая травма для Комитета чудотворной торговли, это может парализовать Комитет чудотворной торговли. Глава 475. Угроза. Как и ожидала Мэн Цинву, мины в лесопромышленном парке были только началом. Хотя Комитет чудотворной торговли усилил оборону, из-за того, что людей было недостаточно, а другая сторона была быстрой и неуловимой словно ветер, было много других мест, которые подверглись атакам в течение следующих 2 дней. Общее количество жертв превысило 800 человек. Прямая потеря не была серьезной. Но негативное влияние было огромным. Это отбрасывало тень на славный город чудес. Из-за нескольких скрытых атак, на которые нельзя было отреагировать, все внутри и снаружи города чудес были обеспокоены, что стало большим ударом по развитию города. Чутянь, Мэн Цинву, Мэн Ин, Вивиан и Нангунь Юнь. Эти высокоуровневые персонажи были собраны в замке городского лорда. Во время недавней атаки было несколько фотографий, снятых городским наблюдением. Мэн Цинву сказала: «0, покажи изображение». «Да». Прозвучал голос 0, и большое зеркало для передачи изображений активировалось. Там была движущаяся картинка без звука, и это была сцена скрытой атаки. Вся атака была вызвана несколькими десятками элитных солдат, которые закончили бой всего за несколько минут, и они нанесли большой урон городу. Поскольку другая сторона атаковала слишком быстро, изображение с зеркала передачи было не очень четким, и они могли видеть только несколько зеленых фигур. Вивиан сказала: «Зеленая кожа, большие головы, и это техника совершенствования. Хотя мы не можем разглядеть их, это, скорее всего, орки». «Я права». «Правильно, это орки», — серьезно кивнула Мэн Цинву. «Это еще раз подтверждает наши догадки. Город боевых знамен — это город, управляемый орками. Теперь мы можем подтвердить, что этот вопрос спланирован городом боевых знамен. Несколько десятков человек могут стать причиной таких разрушений», — сказала Нангунь Юнь.
Судя по их методам, враги должны быть талантливыми мастерами, большинство из которых являются экспертами царства истинного духа, богатые боевым опытом. Чтобы атакующая группа имела такую силу, их могли послать только другие лесные города и сильные державы. Я не понимаю, город чудес не нападал на город боевых знамен, мы просто развиваемся на нашей собственной территории. Разве мы как-то препятствовали им или оскорбили их? Почему они идут против нас? Нежное, красивое лицо Мэн-Ин было наполнено негодованием, а также смущением. Все эти люди — черепахи, прячущиеся в своих раковинах. Мы должны напрямую атаковать город боевых знамен. Мэн Цинву покачала головой. После того, как ее младшая сестра была с Чутянем так долго, она начала обращаться с такими вещами, как «Чутянь, мы не можем идти на поводу у наших эмоций, не говоря уже о том, что силы города боевых знамен сильнее наших. У нынешнего города чудес нет сил сразиться с ними». Почему? Нангунь Юнь встала. Хотя наши армии были обучены совсем недавно, у нас есть оружие изначальной энергии. Разве мы не можем восполнить несоответствие в силе с этим? Интересы окружающих племен связаны с городом чудес, поэтому, если мы будем сражаться с городом боевых знамен, они, несомненно, помогут нам. Босс, ты тоже так думаешь? Нангунь Юнь посмотрела на Чутяня. Чутянь пожал плечами. Лучше послушаем молодую мисс. Нангунь, ты обдумала это. Оборонительные сооружения города чудес еще не построены, у нас даже нет защитного барьера. Город чудес окружен горами, и этого достаточно для защиты от местных бандитов. Однако, если мы встретимся с врагом размером с армию города боевых знамен, эти природные средства защиты вообще бесполезны. Если мы решим сражаться с ними, город чудес будет наполнен пламенем войны, а окружающие фабрики, поля и фермы будут уничтожены. В то время мы не только потратим впустую все свои усилия, банк чудес обанкротится, город чудес столкнется с финансовым крахом, и весь город будет наполнен кризисом. Нангунь Юнь услышала это и почувствовала головную боль. Тогда, что они должны делать, Мэн Цинву говорила очень логично. Враг атаковал небольшим отрядом, создавая проблемы для города чудес. Если они начнут сражаться, другая страна отправит еще больше этих маленьких отрядов, и город чудес не сможет ничего разрабатывать или производить. Деньги, вложенные банком чудес, не смогут быть возвращены. Комитету чудотворной торговли грозит опасность банкротства. Независимо от чего, мы должны избегать войны. Когда начнется война, независимо от ее результата, мы все равно будем проигравшими. Не говоря уже о том, что город боевых знамен является воротами, установленными дикими горами, поэтому, если мы атакуем и оккупируем город боевых знамен, дикие горы не будут сидеть сложа руки. Больше всего меня беспокоит то, что эта скрытая атака спровоцирована дикими горами. Нужно знать, что дикие горы не слабее вечного леса, но вечный лес никогда не отправит войска, чтобы помочь нам. Брови Вивиан нахмурились. Совет эльфов полон старых болванов, чёрт. Мэн Цинву продолжала говорить. Эти атаки нанесли нам ущерб, но потери можно в целом игнорировать. Они не просто нападают на город, они пытаются оказать на нас давление. Сейчас в городе ходят слухи о том, что город чудес вступает в войну с городом боевых знамен, что вызывает обеспокоенность жителей. С этой точки зрения город боевых знамен достиг своих целей. Мэн-Ин спросила, что они будут делать дальше. Город боевых знамен, очевидно, знает о нашей ситуации, поэтому они понимают, что город чудес не может сражаться, и у них нет планов по крупномасштабным сражениям с нами, иначе они не использовали бы такой метод, чтобы заставить нас быть бдительными заранее, сказала Мэн Цинву, а затем на секунду остановилась. Они непременно найдут возможность договориться и предложить нам условия. Мы не можем быть импульсивными в это время. Какие бы условия они ни предложили, мы будем торговаться взад и вперед, чтобы выиграть время для города чудес. Чутянь, что ты думаешь об этом? В это время ворвался охранник. Господин городской лорд, вам отправлено запечатанное письмо. Похоже, оно из города боевых знамен. Принеси его сюда. Чутянь посмотрел на письмо и вскрыл его. Молодая мисс действительно проницательна. Городской лорд Као пригласил нас в цветочный город через 3 дня для встречи. Там должна быть засада. С тревогой встала Мэн-Ин и сказала Чутяню. Эти зеленокожие ублюдки уродливы и зловещи, их хитростям нет предела. Не волнуйся, мы не будем в опасности, эти переговоры должны состояться. Сейчас я собираюсь просто посмотреть, что планируют эти парни. Чутянь сказал Вивиан и Нангунь Юнь. Нангунь, пойдем со мной на прогулку. Молодая мисс, Инн и Вивиан сохранят в городе стабильность. Мэн Цинву немного волновалась. Город боевых знамен не может сравниться с прошлым зеленым городом. Город боевых знамен не испытывал никаких проблем за последние 100 лет, поэтому они достаточно сильны. Боюсь, вы понесете убытки. Ситуация в великой стране Чжоу очень напряженная,
поэтому Йода не сможет временно вернуться. Город чудес действительно не может принять еще один бой, не говоря уже о том, что даже с одним экспертом преобразования души мы не обойдемся без потерь. Поскольку мы не хотим нести убытки, зачем нам делать все так хлопотно? Чутянь сказал это и неожиданно улыбнулся. «Молодая мисс, расслабься. У меня есть пространственная энергия и свиток возврата, ничто не пойдет не так, даже если мы не сможем договориться». Это тоже правда. Молодая мисс кивнула. Вивиан хлопнула по столу и встала. «Со старшей сестрой Цинву здесь, я все равно не смогу помочь с городом. Я пойду с тобой». «Я тоже пойду», — сказала Мэн Ин. «Я хочу посмотреть, что эти уродливые монстры могут сделать с нами». Чутянь покачал головой. «Не беспокойтесь, у меня для вас есть очень важные задачи. Башни нежити из руин энергии смерти должны быть исправлены как можно скорее. Независимо от того, сколько усилий будет потрачено, они должны быть исправлены быстро. Это дело будет поручено Ин». Чутянь подумал 2 секунды, прежде чем добавить: «Вивиан, твоя задача — создать версию пространств с извлеченным воздухом, что-то похожее на космический склад. Я передам тебе проекты, а молодая мисс предоставит ресурсы и вспомогательный персонал. Ты должна закончить это как можно скорее». Пространство с извлеченным воздухом. Может быть, Чутянь думала, а глаза Вивиан загорелись. «Да, я определенно буду усердно работать, чтобы закончить это. Молодая мисс, мне придется побеспокоить тебя отправить 2 дирижабля небесного наказания в пространство над цветочным городом». 2 дирижабля небесных наказания? Этой силы может быть достаточно, чтобы даже сплющить гору. Когда они столкнулись с мародерами, напавшими на Олдман, комитет чудотворной торговли продемонстрировал эту ужасающую силу. Не говоря уже о том, что прошло много времени, и технология комитета чудотворной торговли росла с каждым днем. Энергия и оружие второго поколения комитета чудотворной торговли созревали, часть бомб дирижабля небесного наказания была заменена и улучшена. Они были намного сильнее и ужасающие, и это была не шутка. Чутянь развертывал 2 дирижабля небесного наказания над местом переговоров. Готовился ли он к войне? Чутянь увидел выражение лица молодой мисс и засмеялся. «Это на всякий случай, если что-нибудь случится. Если придут городской лорд и персонажи высокого уровня, я их сразу же взорву. Если в городе боевых знамен не будет лидеров, я не верю, что они смогут что-либо сделать против нас. Появится ли весь персонал высокого уровня? Не говоря уже о том, что, если они все взорвутся, как отреагируют дикие горы? По сути, это дало бы им повод захватить город чудес». Мэн Цинву не могла отклонить приказы Чутяня. «Я разверну дирижабли, но надеюсь, что ты успокоишься. На этот раз это не шутка. Если что-то случится, мы потратим все наши усилия впустую, и город чудес подвергнется большому кризису». Чутянь сказал несколько недовольным голосом: «Молодая мисс, мы долго работали вместе, ты должна знать, что я разумный человек». Именно это и было странно. Мэн Цинву закатила глаза на него. Чутянь встал и сказал: «Всем готовиться». Этот инцидент замедлил развитие города, поэтому Мэн Цинву посвятила все ресурсы для строительства городских оборонительных сооружений, особенно сосредоточившись на Мэн Ин, строящей башни нежити. Нангунь Юнь взяла око звезды и закрылась для практики, а Вивиан была занята строительством своего нового пространства. Хотя они надеялись, что войны не будет, они все равно должны были подготовиться. Через 3 дня Нангунь Юнь впитала око звезды, и ее совершенствование, которое уже было достаточно высоко, достигло 3-го уровня царства истинного духа. Они двое направились в цветочный город.